Всем привет! Эта ткань родилась в сыром и ветреном климате, овеянном ароматами вереска и виски, чтобы согревать фермеров и рыбаков. Сегодня же ее можно встретить в гардеробах королей и кинозвезд. Ее обожают самые эпатажные личности. Что же это за ткань и как грубый материал превратился в символ неувядающей роскоши? Кто-то, наверное, уже догадался, что сегодня я расскажу вам о твиде, главном мятежнике в истории моды. А вы, пожалуйста, не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии, чтобы этот выпуск увидело больше людей. Вам не трудно, а всем польза. Итак, твид– это фактурная шерстяная ткань, обычно довольно тяжелая, с небольшим ворсом, чаще всего саржевого переплетения. Считается, что твид появился в Шотландии и Ирландии еще в XVIII веке, потому что местным фермерам и пастухам нужно было как-то противостоять ветреному, прохладному и сырому британскому климату. Изначально твид ткали вручную и получали грубую, толстую и сваленную ткань. Самое то для одежды, в которой копают землю, тем более, что за счет плотности она получалась еще и водоотталкивающей. Ткачи с островов отправляли свою продукцию на материковую часть Шотландии и в другие регионы. Эти ткани ценились не только за свою прочность и текстуру, но и за искусное смешивание типичных землистых цветов волокон. Существует три варианта происхождения названия ткани. Первое. В Шотландии есть река Твид, и ткань производилась в долине этой реки. Вторая, более популярная версия гласит, что название твид– это искаженное шотландское слово твил, способ получения ткани саржевого переплетения. Согласно легенде, в 1830 году один лондонский купец получил письмо из Шотландии, где речь шла как раз о ткани твил, но он не разобрал почерк и решил, что речь идет о ткани, названной в честь реки Твид. Купец разрекламировал в Лондоне товар как твид, и название прижилось. По третьей версии, слово твид путем народной этимологии произошло от слов твидлайн и твидлин, которые в Шотландии использовали по аналогии с твилин, как ткаческий термин. Но нам известно, что твид– это предмет из английского гардероба. И какая же связь твида из Шотландии с современной Англией? Тут все очень просто. В начале 19 века шотландским землевладельцам стало не хватать денег, и они начали сбывать свою недвижимость английским аристократам, которые покупали или арендовали загородные поместья в Шотландии, чтобы проводить время с друзьями, устраивая вечеринки, посвященные охоте и рыбалке. Прочные твидовые костюмы и пальто были идеальной одеждой для помещиков и их гостей. Будучи в значительной степени водонепроницаемым, твид защищал от непогоды во время охоты и верховой езды. Первый именно английский твид появился около 1835 года, когда английский генерал Балфур арендовал поместье Гленфиши на несколько лет. На островной Шотландии тогда существовала традиция, согласно которой вожди снабжали своих вассалов одеждой в клановом тартане. Шотландский тартан– это узор из клеток и горизонтальных и вертикальных полос разной ширины и цвета, которые ассоциируются с конкретным кланом. То есть это своего рода визуальный герб, сотканный из ткани. Про шотландские тартаны вообще можно сделать отдельную передачу, их сотни. Приезжие англичане, не присягнувшие клану на верность, не имели права носить его тартан. Но дочь Балфура была очень этим недовольна и добавила алую верхнюю клетку к традиционной черно-белой пастушьей клетке, чтобы ее слуг и егерей не принимали за скромных пастухов. Ну и стала считать этот тартан своим. Последующие поместные твиды, которые, кстати, выпускаются до сих пор, представляли собой комбинацию этой классической клетки. Они разрабатывались в первую очередь как камуфляж для охоты на оленей. Поэтому владельцы поместья стремились сделать свои узоры не только практичными, но и неприметными, чтобы они сливались с вереском и ручьями каменистой местности. Историческим фактом также является то, что поместные твиды являются предшественником современного военного камуфляжа. Английский лорд Элчо основал лондонский шотландский полк и понял, что солдаты, носившие традиционный броский алый цвет, более уязвимы. И он создал новый твид для своих солдат, делающий их менее заметными. Именно он затем превратился в привычную нам форму цвета хаки. В высшем обществе британских островов твид стал популярен после 1848 года, когда принц Альберт приобрел замок Балморал в Шотландии.
Для английского дворянина было бы оскорбительно и провоцирующего носить любой из существующих клановых тартанов. Поэтому он разработал свой твид Балморал. Это серо-красная ткань с белыми точками, издалека выглядит серой, напоминая гранитные горы в окрестностях Балморала, потому что она была придумана для охоты на оленей в этом регионе. После этого в каждом горном поселении богатые землевладельцы начали шить свои собственные поместные твиды, чтобы отличаться от других во время охоты. Но все это были твиды для себя. В народ же эта ткань пошла с легкой руки Кэтрин Херберт. Она унаследовала после смерти мужа графа Далмор его поместье, которое находилось на шотландском острове Харрис, откуда позже пошло название Харрис Твид. Она стала заказывать у местных ткачей ткань для одежды егерям. Но позже заметила, как хорошо смотрится одежда из твида и на рабочих, а затем решила, что такая ткань подойдет и для ее гардероба для верховых прогулок и охоты. Почувствовав успех, Кэтрин наладила изготовление шерстяной ткани в промышленных объемах, а британские аристократы, возвращаясь с каникул с Шотландских островов, поражали своими твидовыми костюмами лондонских джентльменов, и твид очень быстро стал набирать популярность. Благодаря связям Кэтрин Херберт с королевой Викторией началось массовое производство твида. Все больше появлялось мастеров, которые осваивали ткацкие станки, они постоянно модернизировались, а шерстяная пряжа в эпоху промышленной революции XIX века дешевела. В те времена в составе костюма была стопроцентная шерсть, поэтому он был жестким и очень колючим. В 1881 году в области производства твида было задействовано более 600 крестьянских семей. Для того времени это была огромная цифра. Жители Дождливого Альбиона моментально оценили выдающиеся практические качества плотной и теплой шотландской шерсти. Стоит отметить, что температура воздуха в почти неотапливаемой лондонской квартире не слишком отличалась от уличной, и поэтому в смысле практичности твиду не было равных. Начиная с короля Эдуарда VII, к твиду приобщилась вся британская королевская семья и английские аристократы. А уже к началу 20 века одежду из твида носили молодые люди, бизнесмены и преподаватели университетов. Твид прочно вошел в гардероб англичан и стал одним из самых популярных материалов для отдыха и занятий спортом, включая игру в гольф. Из него шили норфолкские пиджаки, двубортные жакеты с шлевками под ремень на талии, традиционную одежду для охоты. Даже буры носили твид во время сопротивления Британской империи. С 1903 года производство твида росло, пока не разразился скандал. В 1906 году в Лондоне общественность сколыхнула дело о махинациях фирмы, продававшей твид неизвестного происхождения, изготовленный на механических ткацких станках и выдававшийся за знаменитый Харрис Твид ручной работы. После этого был срочно принят закон о сертификации подлинного Харрис Твида. В 1911 году после тщательной подготовки была разработана его маркировка, изображавшая державу и мальтийский крест, под которыми расположена надпись «Харрис Твид». А за 2 года до этого была создана ассоциация Харрис Твида, которая до сих пор курирует вопросы по защите его от подделок. В начале 20 века из твида шили уже не только пиджаки. Особой популярностью пользовались кепки-восьмиклинки, которые носили буквально все, от рабочих и разносчиков газет до бандитов. Полное твидовое облачение, головной убор и костюм-тройка было недешевым и оставалось признаком статуса. Конечно, говоря о твиде, нельзя не вспомнить о Коко Шанель. Однажды, побывав на охоте, она заметила ткань, которая показалась ей модной и подходящей для ее задумок. Модельер черпала вдохновение в спортивной одежде и мужских костюмах, которые носил ее тогдашний бойфренд герцог Вестминстерский. И в 1925 году она представила твидовый костюм из узловатого твида, состоящий из узкой юбки и свободного жакета без воротника, получивший название Chanel Uniform, который быстро стал хитом. После этого начал сотрудничать с шотландской ткацкой фабрикой. Ткани производили в оттенках шотландской местности, по которой модельер часто гуляла с герцогом. Вдохновленно она собирала листья, мох и землю, которые привозила на фабрику в качестве образцов для пробных выкрасок. А чтобы оживить гамму природных оттенков, она добавляла яркие красные и фиолетовые нити. И в 1930-х годах дизайнер открыл собственное производство твида во Франции. Это были уже не те мужские грубые шерстяные ткани. Твид стал более легким, мягким и ярким,
а в его составе появился шелк. Ее костюмы быстро стали культовыми, их носили Джеки Кеннеди, принцесса Диана и Бриджит Бардо. Затем твидом заинтересовались Ральф Лорен, Вивьен Вествуд и другие дизайнеры. Ральф Лорен создавал с помощью твидовых костюмов свой расслабленный аристократический стиль, а Вивьен Вествуд добавляла твид в свои коллекции как элемент британского культурного кода. В таком же ключе с ним работают и другие марки вроде Барбери. На популяризацию материала повлияла и Вторая мировая, когда из простого и надежного твида шили и военную форму, и одежду для граждан. В середине 20 века твид стал еще и символом учащихся привилегированных университетов из Лиги Плюща. Оксфордский стиль и сегодня ассоциируется с плотными клетчатыми твидовыми пиджаками. К 60-м объем производства только Харрис твида достиг около 7 миллионов метров. Количество вариантов дизайна, вероятно, исчислялось десятками тысяч, от однотонных до невероятно ярких. Но в 80-х годах мода на твид резко пошла вниз, так как новые бренды по-новому смотрели на моду. Английская сдержанность и консервативность, эти отличительные черты твида, остались за бортом во времена новых технологий. Значительный удар по твиду нанесло и массовое внедрение в производство тканей из химических волокон. Йоркширский бизнесмен Брайан Хаггас увидел возможность монополизировать рынок Харрис твида и приобрел фабрику Kenneth Mackenzie Mill, которая производила 95% всего мирового Харрис твида. Он сразу сократил ассортимент моделей до 4. Брайан очень любил серый цвет и выпустил на китайских ткацких фабриках миллионы одинаковых серых пиджаков. Их до сих пор, кстати, можно найти пылящимися мертвым грузом в стоках по всему миру. Его куртки и пиджаки не продавались, в результате чего объем производства Харрис твида сократился до 5% от своего расцвета, а шотландских ткачей с уникальным опытом увольняли за ненадобность. Но островитяне сплотились и стали возрождать производство твида буквально из пепла. Проблем было много. Кроме прочих удачных решений, Брайан Хаггас без всякой романтики списал за ненадобностью хранящиеся веками архивы национальных тартанов. Только случайно один из архивов, насчитывающий 8000 узоров, был найден пылившимся на складе у моря. Благодаря инициативе молодых шотландских бизнесменов и дизайнеров, производство Харрис твида стало возрождаться. Сначала они стали выкупать у Хаггаса яркие ткани, которые ему были не нужны, а затем открыли свою ткацкую фабрику. Другую фабрику открыл нефтебизнесмен Йен Тейлор и бывший премьер-министр Великобритании Брайан Вильсон. Она называется Harris Tweed Hybrids и на сегодняшний день экспортирует твид в 40 стран мира. Ну а в чем же секрет внешнего вида знаменитого твида? Рассмотрим кратко технологию его получения на примере классического Харрис твида. Шотландцы традиционно разводили породу овец шевиот, которая, кстати, дала название одноименной ткани. Эта порода относится к полутонкорунным короткошерстным и дает грубую и полугрубую белую шерсть 48-56 качества с длиной около 10 см. Она не такая мягкая, как мериносовая, и поэтому твид из нее также получается грубый и колючий. Сейчас же твид получают из самых разных видов шерсти, в том числе и из тонкорунной мериносовой. Первый этап – стрижка местных шотландских овечек. Полученную после стрижки шерсть отвозят на фабрики, где ее тщательно промывают. Далее очень важный этап в технологии – окрашивание шерсти в разные цвета в зависимости от нужного узора на ткани. Знаменитые приглушенные сложные оттенки Харрис твида создавались его многовековой историей использования натуральных красителей, которые добывались из местной флоры гибридских островов, в частности с островов Льюис и Хэррис. Так, цветы, стебли и корни вереска использовали для получения от бежевых и желтовато-коричневых оттенков до глубоких серо-зеленых и золотистых тонов. Черника, в зависимости от протравки или закрепителя, например, квасцов, давала оттенки от нежно-сиреневого и лавандового до серо-синего и фиолетового. Некоторые виды лишайников просто варили вместе с шерстью для получения невероятно стойких оттенков – ржаво-коричневых, темно-оранжевых, оливковых и терракотовых. Кора, сережки и листья ольхи давали насыщенные коричневые и красновато-коричневые тона, а обычный щавель и его корни давали теплые, желтые и горчичные оттенки. Все эти растения собирали и заготавливали строго в определенное время года. Чтобы цвет закрепился и долго не вымывался, шерсть предварительно обрабатывали протравой. Чаще всего это была моча, так как она содержит аммиак, а позже начали использовать квасцы. После крошения из шерсти получают пряжу.
Сейчас по аппаратной системе прядения, которая состоит всего из трех технологических переходов. Подготовка волокна к чесанию, чесание и прядение. В XIX веке пряжу для твида получали на ручных прялках. Сейчас же для этого, конечно, используют прядельные машины, в основном кольцевые. Окрашенную пряжу для твида можно получать разными способами. Первое. Получение пряжи из волокон, окрашенных в один цвет. При этом нарабатывают пряжу, окрашенную в разные цвета, а затем эти цветные нити заправляют на ткацком станке в таком порядке, чтобы получить цветные клетки и полосы на ткани. Если же получать ткань из пряжи одного цвета, то, соответственно, получится одноцветный твид без клеток и полос. Второй способ. Получение пряжи из волокон, окрашенных в один цвет, а затем скручивание нескольких разноцветных нитей между собой. При этом получается мулинированная меланжевая пряжа. Затем эти разноцветные нити заправляют на ткацком станке в определенном порядке, чтобы получить необходимый узор. Такой твид будет более ярким. Третий способ, самый сложный, это получение пряжи из волокон, окрашенных в разные цвета. Такая пряжа называется меланжевой. Смешивать можно два и более цветов. Здесь очень важно соблюсти пропорции разнокрашенных волокон и хорошо смешать эти волокна, чтобы получить нужный оттенок пряжи. Частые расцветки это зеленый на коричневом, иногда голубой и красный на бежевом фоне. Сложнейший голубовато-зеленый цвет достигается путем смешивания волокон 5 разных цветов. Далее также следует определенная заправка ткацкого станка. По такой же технологии можно скрутить две разноцветные меланжевые пряжи между собой, чтобы получить еще более сложный цвет твида. Такой твид получается очень пестрым и фактурным. Четвертый способ – это получение фасонной пряжи с вкраплениями цветных волокон. Для этого в смесь волокон одного цвета добавляют цветные отходы переработки шерсти одного или нескольких цветов, которые неравномерно распределяются по сечениям пряжи. Причем эти отходы могут быть разного размера, как очень маленькие, например, мушки, так и более крупные, как непсы. Такая пряжа поэтому называется пряжа с непсом. В результате получается очень пестрый разноцветный твид с неравномерно разбросанными по поверхности цветными вкраплениями. В производстве твида могут использоваться и другие виды фасонной пряжи с внешними фактурными и цветными эффектами. Однажды мне попался итальянский твид, в составе которого было 4 разных вида фасонной пряжи. Исходя из такого разнообразия видов пряжи, вы можете представить, что вариантов внешнего вида твида может быть бесчисленное количество. Зная себе, заправляй по-разному ткацкий станок и меняй цвета в составе пряжи. Конкретные узоры, фактура зависит только от фантазии дизайнера и десенатора. В ткацком производстве сначала получают ткацкие основы при сновании разноцветных нитей в определенном порядке в соответствии с узором. Далее следует качество на ткацких станках. Причем тот самый знаменитый Харрис твид до сих пор ткут на ручных ткацких станках. Это даже закреплено законодательно актом о Харрис твиде от 1993 года. Каждый ткач подписывает соглашение о том, что обязуется ткать твид с использованием специальных ручных станков с ножным приводом. Прядение же может быть механизировано. Кроме того, весь процесс от получения пряжи до окончательной отделки должен происходить на внешних гибридских островах. Это острова Льюис, Харрис, Уист, Барра и их окрестности. Такая, знаете ли, географическая защита, как у шампанского. Каждый метр готовой ткани проверяется инспекторами управления по надзору за Харрис твидом. Если ткань соответствует всем стандартам, на ее изнаночную сторону ставится логотип Харрис твид, который является одним из старейших в мире защищенных товарных знаков. При этом, как вы поняли, каждый кусок уникален. Классический твид получают саржевым переплетением. Сейчас выпускают твид и полотняного переплетения. Вариантов же саржевого переплетения и раппортов саржи очень много. Наименьший раппорт равен 3, а наибольший определяется не количеством нитей в раппорте, а величиной настилов, длина которых не должна превышать 3-4 мм, иначе ткань будет иметь неустойчивую структуру. Общим для всех видов саржи является то, что на поверхности ткани мы видим диагональные полосы. На лицевой стороне ткани диагональные полосы чаще всего направлены снизу слева вверх направо. Кроме того, твид получает переплетениями усиленной саржи с широкими косыми полосами, обратной саржи, ломаной саржи, когда диагональные полосы меняют свое направление. По-английски саржевое переплетение называется твил или твилин. Этим же переплетением, кстати, получают известную всем джинсовую ткань. Последним этапом производства твида является отделка ткани, в результате которой его умягчают путем стирки в теплой мыльной воде. Далее ткань проходит этап валяния,
где в процессе отбивания наружные шерстяные волокна сваливаются, образуя на поверхности застил из свалявшихся волокон. Этот застил значительно улучшает теплозащитные свойства твида и придает ему специфический гриф и фактуру. Затем твид сушится, отпаривается для устранения усадки и гладится. Классический твид – это чисто шерстяная ткань, которая придает изделиям особый шарм. Твид обладает высокой прочностью и износостойкостью, а изделия из него будут очень долговечными. Ткань гладкая, эластичная и хорошо драпируется. Твид практически не мнется из-за упругих свойств шерстяных волокон. Твидовая ткань обладает очень богатой палитрой цветов и узоров. Также ткань имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. Благодаря высокой плотности она хорошо удерживает тепло. Плотность легкого твида для летних костюмов 250-350 грамм на метр квадратный. Классический костюмный твид имеет плотность 350-450 грамм. И плотный тяжелый твид для пальто 450-600 грамм на квадратный метр. Классический Харрис твид имеет плотность золотого стандарта 370-500 грамм на квадратный метр. Сырьевой состав современного твида очень разный. Для люксового сегмента это стопроцентная шерсть, в том числе мериносовая. Иногда к ней добавляют кашемир, мохер или ангору, чтобы сделать ее более мягкой. Например, такие составы, как шерсть кашемир 90 на 10 или 80 на 20. Шерсть мохер 70 на 30. Средний сегмент – это смесь из шерсти с полиэфирным и полиамидным волокном, чтобы улучшить потребительские свойства ткани. Например, шерсть 70-80% и полиэстер 20-30%. И эконом-сегмент – это смесь из шерсти с акрилом, где шерсть от 20 до 50%. Смешивают шерсть с хлопком, льном и шелком, например, чтобы добавить благородную искру в случае с шелком или получить более легкие летние ткани в случае с хлопком. Недостатком твида стоит отнести то, что ткань долго сохнет, подвержена повреждению молью и может стоить очень дорого. У твида есть очень много разновидностей. Например, провинциальные твиды зависят от местности, где они производятся. Про Харрис твид с внешних Гибридских островов я уже рассказывал. Это самый традиционный твид, продолжает наследие узоров и природных цветовых сочетаний в оттенках островных пейзажей. Донегал твид, который с 18 века ткали на территории одноименного графства в Ирландии. Окрашивают его также натуральными красителями, используя ежевику, дрог и мох. Обычно он имеет свободную текстуру, он мягкий, эластичный, но может быть и грубым. Донегольский твид в основном узнаваем по крапчатому эффекту, создаваемому цветными вкраплениями непсов. Highland твид или Estate твид – это ткани из шотландского высокогорья, хотя их не всегда ткут в Хайленде. Эти однородные твиды имеют клетчатый рисунок, часто поверх рисунка елочка, и могут быть полотняного или саржевого переплетения с безграничным выбором узоров. Айлийский твид – еще один материал, похожий на Харрис твид с традиционными орнаментами. Кстати, именно его использовали для костюмов «Храброго сердца» с Мелом Гибсоном и для Форест Гампа. Бордерс твид – это любой твид, производимый на границе с Англией разной плотности и фактуры. Саксонский твид изначально производился в немецком регионе Саксония, но сегодня его ткут в том числе и в Великобритании шерсти мериносовых овец. Саксонский твид отличается коротким ворсом, тонкой и мягкой фактурой. Йоркширский твид, соответственно, из Йоркшира. Это графство долгое время было центром ткачества в Англии и по сей день сохраняет то, что осталось от некогда великой отрасли. Есть еще группа функциональных твидов. Например, зеленый твид, не пропускающий шипы, Fond-Proof твид. Он прочен и устойчив к большинству естественных разрывов и проколов за счет высокой плотности и крутки пряжи. Это делает его очень практичным для охоты или походов, где можно встретить колючие кустарники, особенно в Шотландии. Егерь твид или Gamekeeper твид, отличительная особенность которого высокие теплозащитные свойства и устойчивость к непогоде. Он изготовлен из более плотной ткани. Спортивный или камуфляжный твид, который был создан, чтобы помочь охотникам слиться с ландшафтом конкретного охотничьего угодья. Одна из историй, иллюстрирующих этот энтузиазм в поиске наиболее эффективного камуфляжа, произошла в поместье Страткон. Владельцы поместья поручили местному ткачу разработать 8 различных цветовых комбинаций твида, в которые затем одели охотников, чтобы выяснить, кто из них принесет больше трофеев, а затем выбирали наиболее подходящий твид. Инновацией последних лет стало появление твида, названного супермягкий, обычно с добавлением кашемира. Также твид классифицируется по породе овец, так как разные породы производят шерсть разного качества, что определяется их генетикой
и условиями среды, в которой они живут. Про шевиот я уже говорил. Есть еще шотландский твид, шетланд-твид из одноименной породы овец с тонкой шерстью. Этот твид мягче и деликатнее шевиота, поэтому из него можно делать тонкие плотные ткани. Кроме того, твид обладает бесчисленным количеством узоров, многие из которых пришли в сегодняшнюю моду из клановых тартанов и поместных твидов, а некоторые были разработаны гораздо позже. Хотя твиды чаще всего ассоциируются с традиционными узорами, тем не менее наиболее распространенный в мире рисунок однотонный. Это означает, что общий эффект создается при использовании пряжи одного цвета, меланжевой пряжи или пряжи с цветным непсом, но без узоров. Популярный узор елочка получают переплетением ломаная саржа. Он состоит из столбцов наклонных параллельных линий. Раппорты переплетения могут быть разными. Направление наклона чередуется в каждом столбце зигзагом, создавая V-образные узоры, похожие на рыбьи кости. Твид гусиная лапка с ломаной клеткой, в результате чего вместо квадратов получаются заостренные формы. Миниатюрный вариант называется щенячий клык. Гусиная лапка – один из самых распространенных узоров твида. Оконные твиды. Узор оконное стекло состоит из крупных квадратов или овалов контрастного оттенка, разделенных однотонной тканью. Очень распространены клетчатые твиды. Это узор из горизонтальных и вертикальных линий одинаковой ширины, образующих квадраты, обычно маленькие. Мелкая клетка иногда может быть дополнена более крупной третьего цвета. Происхождение почти всех видов клетки можно проследить до пастушьей клетки – shepherd's plant. Это была традиционная одежда, вытканная в однотонную клетку, которую носили пастухи. Твид ячменное зерно имеет ярко выраженный пятнистый рисунок. Эффект создается переплетением нитей, напоминающих зерна ячменя. Это создает хаотично разбросанный фактурный рисунок, где хаос сложных цветных пятен на расстоянии сливается в единый оттенок. Твид птичий глаз также имеет небольшие точки или крапинки контрастной саржи, создающие красочную яркую текстуру, но они, как правило, расположены более равномерно, чем в предыдущем узоре. Узор Gun Club получил свое название от узора, принятого в 1874 году Нью-Йоркским стрелковым клубом. Он представляет собой черно-белую клетку с контрастными, чередующимися темными и светлыми полосками. Твид принц Уэльский представляет собой узор из мелких и крупных клеток, расположенных на узоре оконное стекло. Этот узор, полюбившийся герцогу Виндзорскому, был невероятно модным в 1950-х как стиль Лиги Плюща. Также есть полосатые твиды с вертикальными линиями, создающие заметные полосы разного размера, и многие другие. Сегодня твид производится не только в Великобритании, значительная его часть, конечно же, производится в Китае. Но твид наиболее высокого качества, как и прежде, производится в Шотландии, Ирландии и Англии. Среди производителей такого твида стоит упомянуть Кеннет Маккензи, Callaway и Harris Tweed Hybrides. Из твида одежду шьют многие бренды, например, такие как Cordins, Chanel, Burberry, Walker Stater, Brooks Brothers, Crombie и многие другие. Стоит иметь в виду, что британское происхождение ткани не означает его производство в Британии. Твид подходит практически для любой одежды, кроме нижнего белья. Классика – это мужской пиджак, который можно носить и в деловой, и в неформальной обстановке, в том числе различные модели спортивных пиджаков. Мужские костюмы двойки и тройки с жилетками из твида, которые предоставляют вам огромное поле для различных комбинаций образов. Плотные и теплые водонепроницаемые куртки и пальто. Бесконечное разнообразие женских костюмов, платьев, сарафанов, жакетов, брюк и юбок. Женский твид часто отличается от мужского. У него может быть более фантазийная и очень рельефная фактура, а в составе могут присутствовать искусственные и синтетические волокна или хлопок, лен и даже шелк. Твидовые накидки и палантины. Твидовая сельская одежда, плотная и непромокаемая. Безграничное разнообразие твидовых шляп и кепок. Твидовый галстук и всех вариаций длины и ширины. Есть даже обувь из твида. Например, компания Nike выпустила кроссовки с твидовыми вставками. Другие мужские аксессуары, такие как перчатки и подтяжки. Твидовые большие дорожные сумки и женские сумочки невероятно популярны как аксессуар, который подчеркивает изысканный стиль. Мебельные и интерьерные ткани, шторы, одеяла и пледы. А также пончо, теплые шорты и бриджи и, конечно же, традиционные шотландские килты. Куда без них. Существуют даже линейки твидовой одежды для ваших питомцев. Кроме того, твид прекрасно сочетается с другими материалами, например, вельветом, кожей или хлопковыми рубашками. Поэтому и носят его сегодня все категории граждан. И аристократы, и сельские жители, и хипстеры с усиками и бородками.
Одним из самых преданных поклонников Твида являлся сэр Артур Конан Дойл. Посмотрите, все воплощения Шерлока Холмса одеты в твид. И Василий Ливанов, и Бенедикт Камбербэтч, и Роберт Дауни-младший. Хороший твидовый пиджак никогда не станет одноразовой модой. Его можно передавать из поколения в поколение. Настоящий шик. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается секрет настоящей экологичности. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться и ставить лайки, а также писать, о чем еще интересно было бы вам послушать. Если же вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет!